Вот, но на самом деле и это еще не все с этим квестом. Милздари и Мазели, привет, с вами Сэр Холмс, это Моровинд, как всегда, Тамриэль Ребилд. Продолжим наши приключения в порт Тилванисе. На повестке дня, напоминаю, задание от вот этих аристократов. Проникнуть в соседний особняк и найти доказательства их причастности к смерти подчиненного вот этой дамы, это дом Тилвани. Вот, я, кстати, чтобы этот квест починить, потому что там зацикливается диалог с ней на одном моменте, немного погуглил про этот квест, да, чтобы найти для журнала команду необходимую, чтобы его продвинуть вот до этого момента. Вот, где она якобы дает мне зелье хамелеона сильное. Вот, почитал, что этот квест могли и не дать вовсе, если у меня слишком высокий ранг в доме Тилвани, они якобы не хотели бы напрягать такого важного дядечку, как я. Вот, но тем не менее, ранг у меня только в доме Тилвани. Какой там он у меня? Все еще наемник. Может попросить повышения уже можно, кстати. Репутация растет еще потихоньку. Я ее практически не проверяю. Вот последний раз, когда я смотрел, была 14. Растет как-то. Меня уже узнают. Да, я для большей аутентичности снял доспехи. Потому что даже средние довольно шумные, по идее, должны быть, да? Я же проникаю туда незамеченным. Костяные будут тереться, там щит будет бряцать на спине. Максимум, что я себе позволил, это оставить клинок. Чтоб выглядеть опаснее на случай, если меня заметят. И у меня есть... ну, зелья мне, конечно, не дали никакое в итоге. Зато есть хамелеон на 10 секунд. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы проникнуть сюда хотя бы. Вот, тут мне надо быть настороже. Ну, благо у меня... Тихо-тихо. Так, меня не заметили. Так, тут у нас опасненько. Скрытность прокачана на максимум. Я думаю, какие у меня рукава красивые. У них не так уж много тут всего, но как-то они неудобно все расположились, что я никуда проникнуть особо-то и не могу. Можно продолжить использовать это заклинание хамелеона. И, может быть совсем наглым. У меня скрытность на 120 благодаря колечку бафнута. Ой. Меня заметили. Что ты делаешь в доме хозяина? Тебе нужно уйти отсюда. Но я успеваю схватить. Вот это вот. Окей, я ухожу. Я не понял, что там за документ. Ну, схватить я его успел. Да, я тут так и написал. Так, а что я нашел? Отчет в особняке Адрейти, который детализирует активности в их хозяйстве. И что-то тут подписан, да, он, видимо, Аридрама Мараном. Аридрам Маран — это который как раз помер. Пент. Ну да. Никогда себя еще так вот не видел. Как вам, кстати, прикид мой? По-моему, ничего, так хорошо все сочетается. Вот эта вот линия перпендикулярная, да, вот на рубашке по цвету с моей мордой сочетается неплохо. Диагональная, то есть. Ну, вы поняли. Так, хватит идти. Что там по поводу твоего расследования?
Хоть я и довольна, что ты принес мне доказательства, о котором я просила. Тебя заметили в особняке Адретти. И кражу доказательства наверняка повешивают на тебя. Поэтому пользы мне от тебя никакой, и вот твоя награда, можешь идти. Вот, окей, ну, что есть, то есть. Вот, а мне, ну, тем временем надо продолжить искать сырое золото, золотую руду. То есть здесь, это можно сказать, чуть ли не главное, ради чего я сюда вообще прибыл. И вроде все. Потом можно будет отправиться по другим делам. Ну, жалко, конечно, что тут идеально не получилось, но... Если попробовать довести квест с расследованием до конца... Вот что она говорит, если удачно выкрасть доказательства. Я, кстати, не знаю, как я так умудрился попасться на глаза. Надо было, наверное, еще раз для сохранности применить хамелеон, но да ладно. Будем жить с последствиями того, что с нами произошло. Она рада, говорит, что ты не только смог найти доказательства причастности Тенеры и Варака Адретти к смерти Ридама Арана, но также сумел сделать это, не будучи замеченным. Это дает нам несколько часов, после чего мой особняк будет под наблюдением. Я оценю твою помощь в дальнейшем отомщении за смерть моего подопечного, но тебе нужно объединить усилия с моей союзницей Инерой Илнерам, потому как за мной, как я и сказала, будут пристально наблюдать. А теперь ты заслужил награду за услуги, которые уже сделал. Расскажи про Инеру Илнерам. Она моя союзница здесь, в порте Тилванис. Ты найдешь ее в ее особняке. А где особняк? Чтобы туда попасть, направляйся на запад по небесным пролетам. Как будто бы идешь на арабский рынок. Но прежде чем подойти к нему, направляйся направо, вниз, к уровню земли. Особняк будет легко найти, когда коснешься земли. Он будет направо. Там есть примечательная такая лестница. Окей, давайте не будем терять времени. Попробуем сделать все красиво, идеально. Да, вот они, пейзажи порта Тилванис. Да, мне похоже сюда. Похоже, вот это, судя по описанию, особняк. Знаете, это место, порт Тилванис, одно из тех, наверное, которые красивее в темное время суток. Как-то в такую дождливую погоду непонятно это все выглядит. Так, здравствуйте. Вы кто? Я Равени Илнерам, военный, подчиненный дома Тилвани. А мне нужна твоя родственница, похоже. Инера, где она? Наверху, окей. Стражник без шлема. Я тут, по-моему, был у них уже как-то, да. Довольно большой особняк. Уж точно побольше, чем тот, в котором я скрытничал. Вот она. Хорошо. Ты пришел помочь нам найти отмщение за смерть Ридама Арана. Именно. Месть будет исполнена. Мы не можем напрямую напасть на Тенеру и Варака, так как их союзники, некоторые из которых имеют место в парламенте жуков, сделают нашу позицию шаткой. То, что нам нужно, это осторожность, наверное. Я написала так, слегка зашифрованное сообщение в известном имперском шифре, которое описывает
детали некоторых планов дома Тилвани. Тебе нужно подбросить это сообщение рабу Адретти после того, как ты наложишь на него заклинание подчинения. О, вот это уже интересные тут интриги, действительно необычно. И применение заклинаний даже. Когда раб будет под твоим контролем, прикажи ему отправиться в доки и найти транспорт до Firewatch. А затем найди стражника здесь в порте Тилванис и скажи ему или ей, что ты подслушал, как раб совершает какую-то курьерскую работу на имперских шпионов. Ты поможешь нам ослабить наших врагов? Я обещаю, что награда будет стоящей. Так как ты будешь агентом нашей мести. Это прям про меня, агент мести. Да, помогу, давай. Возвращайся, когда покончишь с этим. Вот зашифрованное сообщение. Вау, интриги какие. Так, у меня есть заклинание-то нужное. Ну, есть. Правда, оно требует от меня всей моей мощи. Так, это у нас призыв, да? Непросто. Приказать как-то эти заклинания очень манозатратные. Вообще, есть, конечно, вариант свиток прикупить. Так будет, наверное, даже проще. Раб, он вряд ли высокоуровневый какой-то. Я к тому, что хватит, наверное, и стабового заклинания на раба. Ну, возможно, проще действительно будет свиток купить. Вот, в общем... Вот это заклинание, которое у меня есть, оно реально 100 маны. Это вся мана, что у меня есть, ровно тютелька в тютельку. И с моим навыком 23 всего в колдовстве, я боюсь, что это как-то не очень. Да, наверное, мне стоит поискать, возможно, заклинание или свиток. Наверняка в порте Тилванис это можно это найти. Интересно, что это у нас там? До туда можно добраться? Чей-то дом частный? С левитацией, похоже, нет. И проходов туда нет, похоже, да, из соседних построек. Давайте пролевитирую, что тут у нас. Вообще эти интриги все очень мне напоминают продавец книг. Тут можно пропрыгать еще чей-то дом от продавца книг. Прикольно. Темного эльфа сальваторовского Forgotten Realms Dungeons and Dragons Дир Даурден, да? Там в первых книгах про его молодость описывается вот уклад темных эльфов тамошних. И вот дом Тилвани это вот очень похоже. Там тоже все про интриги, про вот эти вот положения домов разных в иерархии их города-государства. Ой, сколько тут книг-то, черт возьми. Может, что интересного найдут. Ну, здесь ничего примечательного в плане книг я не нашел. Такого прям вот, что вау, хочется. Но зато... Ну, она же у нас умная, начитанная дама, и
я вспомнил, что недавно обнаружил новый для себя термин «бетмери» и попросил ее рассказать подробнее, что это такое. И вот, она говорит, что бетмери или зверолюди были аборигенами Тамриэля. Вот я, кстати, не слышал такого раньше. А каждая зверораса имеет свои особые отношения к мистической эре до прихода эльфов и людей. Каждая зверораса отличается от другой в культурном и физическом плане, так же, как и от эльфийских и людских рас. Мирные расы каджитов и аргониан наиболее многочисленные и культурно продвинутые из зверорас. Воинственные орочьи племена относительно невелики в своих количествах и очень разбросаны, но примечательны как замечательные воины и создатели оружия. Другие меньшие зверорасы, такие как гоблины, обезьянолюды, вот о таких я тоже впервые слышу в свитках. И гиганты, они привязаны к горным зонам и западу и северу Тамриэля, редко встречаются на востоке. Вот так вот, чуть больше про зверорасы. Ну что ж, я приобрел действительно свиток. Он у нас довольно жесткий, там максимальная просто доминация, как это там называется. И так, ну раб вроде у нас один тут, да, вот этот. Вот, Supreme Domination, аж за 1500 септимов. Но эксперимента ради, да и чё уже. Я доминирую. Окатей может служить как? Возьми это и отнеси в доки. Она желает, чтобы Окатей пошел в доки, нашел судно Firewatch. Она хочет, чтобы Окатей доставил сообщение. Да. Окатей сделает, как оно приказывает. Так, хорошо, получилось. Все же так, да? Все же правильно. Угу. Можно было бы прямо вот этому стражнику сообщить о намерениях, но он вроде как особняет охраняк, поэтому... Кстати, а какофонию никакую тут не слышал, похоже, что нет. Так, на всякий случай... Сделаю так, потому что тут странная реплика. Месть. Ну да, это квестовая. Ты говоришь, что аргонианский раб действует как посланец имперских шпионов в порте Ланисе. Я могу найти его в доках. Я должен доложить об этом немедленно. Бывай. Так, значит, сейчас надо, наверное, вернуться, да? Итак, по поводу мести. Ты хорошо сработал. Возвращайся через 2 дня и посмотрим, как все обыграется. К тому времени я дам тебе награду. Итак, 2 дня проходит. Вот что получается. Да, ты хочешь свою награду. Хоть ты мастерски исполнил свою роль, вараки Тинера избежали каких бы то ни было сильных затруднений, упирая на факт, что их раб был новичком. Они утверждают, что он работал по собственной воле и сбежал. Ну,
как бы то ни было, все это дело очерняет Адрети. И было очень приятно взглянуть на выражение лица Варака, когда они мучили его раба. Вот твоя награда. Полагаю, что тебе она весьма придется по нраву. Она очень хорошо мне послужила. И я скажу Иринам о твоем успехе. Так, 1500 золотых и кольцо. Что-то я не вижу кольца-то. Странно. Ну и спросил у изначальной моей патронши по поводу... Тут уже пропали все уникальные реплики по поводу квеста. Но по поводу вот этого вот главы семейства, на которого мы вот всю катили бочку. Говорит, что ну, моя мать, Инера, или нам, она, оказывается, ее мать, сказала, что Варак Адретти во всех отношениях пропащий мастер. Он уже веками числится как маг Телвани, но не продвигается. Скорее всего, это потому, что он не сделал никакого прогресса и вноса в собственное развитие в плане колдовства. И кольцо я нашел в инвентаре, оно просто выглядит как мое старое кольцо взгляда Медузы, вот. Тишина на 60 секунд, деморализация тоже на 60. Ну, неплохо, можно даже, наверное, использовать, посмотрим. Вот, но на самом деле и это еще не все с этим квестом. Я тут немного промахнулся, оказывается, я говорил с мужчиной. Он, оказывается, сын вот ее союзницы, да, то есть она ей... Кто это? Невестка. Ну так вот, если с ней еще поговорить по поводу всех этих дел, ну она просто благодарит, что ну, решил помочь нам с местью за смерть нашего подопечного, вот, и ты так круто с этим всем справился, проник в их особняк незамеченным совершенно, это не просто была впечатлена. А вот то, что я имел в виду под этим квестом, еще не все. Смотрите, можно сказать Вараку Адретти, против которого мы и действовали все это время, о замысле его врагов. Итак, Рантелла, Иринам и ее зверушка Инера или нам хотят отомстить за смерть их шпиона. Они так ведут себя, потому что нас не заподозрить в его смерти. Он был слаб и совал свой нос туда, куда не следовало. Не знаю, зачем ты мне это сказал, ибо я собирался тебя убить, но я думаю, что я бы лучше посмотрел на то, как ты предашь Рантеллу и Инеру, исполнив этот самый заговор в отношении раба Рантеллы. Она у нее очень долго. Будет очень весело посмотреть, как Рантелла посмотрит на ее смерть. Но не нападай на Инеру или Рантеллу. Вот вы поняли, да, какая тут в Телвани игра идет, да? Заговоров. Вот это... Вот это интересно. Давайте попробуем сразу, не отходя от кассы. Вроде бы ты нужная рабыня. Да. Что Каджитка может сделать для тебя? Возьми это, отнеси в доки. Хочешь, чтобы Каджитка отнесла сообщение в доки и потом направилась в Firewatch? Да. Мы идем. Вот. Сработало. Теперь стража. Тут заговор плетут. Нет, тут... Да, заговор. Короче, имперцы против шпиона своего подослали. Вот все дела. Он сообщит об этом и... Осталось только сообщить, что... Ты хорошо сработал. Возвращайся через 2 дня, посмотрим, как все обернется. И мы получаем практически зеркальную ситуацию, даже
теми же словами примерно он выражается, что они избежали каких-то сложных затруднений самых, уповая на то, что рабыня работала по собственной воле, сбежала, потому как хозяева были слишком снисходительны. Но было приятно то, что это их очернило, и понаблюдать за выражением лица его врага, пока убивали ее возлюбленную рабыню. Награда поменьше, кстати. Что у нас за 1200 свитки посланника? Что они дают? Где они? Призвать скампа. Вот, ну, видимо, мораль тут в том, что, видите, предавать все-таки нехорошо. Так и так проигрываешь. Вот, ну, я думаю, если поговорить с этими, они, скорее всего, рады-то не будут, да? Да. Почему ты провел эту двойную игру? Мы бы тебя хорошо наградили, а теперь ты умрешь. Вот так вот. Вот, да, но особенность моих прохождений в том, что я, как и говорил, живу с последствием своих действий, так что вспоминаем, что это задание я хоть и выполнил, но не идеально. Меня спалили, поэтому вернусь к тому развитию событий, и на повестке дня у меня поискать в порте Ванисе еще золото-сырец. Может быть, найду, может нет. Вот, и посмотрим, что будет дальше. Я тут пока искал, еще вспомнил про вот этого вот зачарователя, который орет, что он ничего не может делать, потому что не может справиться с всей этой какофонией. Вот, при этом его стражник говорит вот что. Поосторожней, Серджо Арнема. Он ведет себя немного эксцентрично. Он выглядит достаточно безобидным, но я бы не стал докладывать о проблеме. Но в конце концов, ты знаешь о всех этих экспериментах и амбициях магов Тилвани. Кто знает, чем он занимался. Как бы то ни было, если он поведет себя жестоко, мне придется позвать подкрепление. При этом он ничего не слышит. Вот я без понятия, что делать с этим квестом. Что тут? К кому идти? К кому обращаться за помощью? Все эту какофонию не слышат. И реплик каких-то, кроме какофонии, нет. Вот. Если у вас есть идеи, пишите. Может, кто-то знает, как это проходится. Вот. Ну, я буду спрашивать, конечно, тут в порте Ванисе по этому поводу. Может быть, и найду того, кто сможет мне тут как-то помочь. Вот. Ну, а пока продолжу, да, поиски. Нет здесь золота, золотой руды. Ну вот прям в городе ни у кого я не нашел. Ну, возможно, как назло у кого-то из дома Тилвани, которые со мной не хотят какофония. Тут слушает один парень, не знаешь? Ничего не знает. Вот. О, а тут у нас что-то еще есть. Смотрите-ка, тут я еще не был. Подземные своды какие-то. Да, тилванцы со мной еще не торгуют, я еще маленький слишком. У вас есть кровати? Да, я бы с радостью. Я уже давно на ногах. Давай, может, и покушать чего? Нет, я ж кушал уже. Можно с котлом запастись, ладно. Потом. Вот, и... Короче, ни у кого золота нет, да, здесь я всех обошел. Тут какофонию, знаете, слышал, нет? Никто не знает ничего про какофонию. Логично. Интересно. Можно аж к водичке спуститься. Ага. О-о-о. Ничего так обставлено. Но прежде чем идти отдыхать, я бы хотел еще тут осмотреться немного.
Это у нас выход, да, в порт Тилваниса здесь. Да, с тобой мы уже знакомы. Здесь просто у нас покой, да, чьи-то. Да. Разжир, смотрите какой. Ну, о себе он говорить не хочет ничего. Боевой каджит. Кто-то меч воткнул в гриб. Здравствуйте, здравствуйте. Что скажете о парламенте жуков? Центр тилванского влияния на весь Моровинд. Там прохаживаются величайшие из Тилвани, обсуждают, как им лучше управлять всеми неблагодарными землями, провинциями и всем прочим. Кто-то гоблинский шлем-то напялил, а? Чему можешь научить-то? Ловкость, сила. Это же у меня все на 100 прокачано, да? А чем промышляешь, скаут? Ясно. Тут один парень слышит всякие... Ты ничего не слышишь. Ладно. Сила, ловкость. Да, это мне не пригодится. Скорость, конечно, можно было бы, но... Он меня может научить атлетике, и вряд ли у него там... Атлетика лучше моей. Так что да, го спать. И с раннего прямо утра отправлюсь в Балойру убивать курьера гильдии магов. Так. 8, это будет 2. Ну, предположим, у нас корабль в 4 утра. И я просто встал немного заранее. Давай, пожалуйста, мне немного скатла на завтрак, наверное. Чё тут? Какая-то тухлятина. Не буду, наверное. Давай риса. Чё так? Не самые дешевые штуки-то. Не самая бедная пища, скажем так. Так, и мне надо сюда, да? Кстати, может здесь каким-то чудом я смогу найти того, кто мне продаст золотую руду. Вообще не думаю так. Кто-то тут у вас мог что-то тренировать чему-то. Вот там вот вроде бы Данмир. Вон тот. Ну а золото, видимо, как-нибудь уж найду в ходе своих приключений. Это же все не к спеху. Нет, это мне тоже не интересно. Поплыли в Телюаду. Из Телюады сразу Балойру. А, кстати, в Балойру уже так не доберусь просто. Туда только пешочком. Я там уже все обходил, даже нет каких-то интересных путей. Может быть, все-таки ты начнешь возить уже меня? Нет. Ладно. Ладно. Тогда пойду. Ну, мы этой дорогой ходили уже, если вдруг кто не видел, то в предыдущих буквально там паре серий, паре-тройки. Но если что, по пути встречу интересного, конечно же, включусь. Вот наши любимые доэдрические руины, там даже тела доэдра еще свежи, так сказать. Ну вот по этой дороге... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как страшно ты на меня бежишь. Ну хоть стрелы зачарованные на тебя протестирую. По этой дороге я еще не хаживал. По моим подсчетам она ведет туда, куда мне надо. И... пока я тут
бегу в сторону Балойры, я размышляю, почему же так, почему? Неудобства-то такие, что из Балойры нельзя доплыть до... Ну, кстати, надо спросить, может, из Балойры-то как раз можно до Тейлюады доплыть. А вот из Тейлюады почему-то до Балойры нельзя, я не понимаю. И, в принципе, оправдано то, что в порт Тилванисе нет даже гавани для кораблей деревянных. Там только риверстрайдеры находят пристанище. Это объясняется тем, что тилванцы-то и не хотят у себя видеть никаких имперцев. О, а тут я был уже, кстати. Да, тут я набрел на кочевников. Затюкал их предводительницу и что-то стрелы с нее залутал. Там разнообразные. Угу. И эта дорога-то у нас уже непосредственно на Балойру. И там где-то бездыханное тело посыльного лежит. От гильдии-магов, да? Нетчи летают безмятежно. Прекрасная картина. Еще раз, куда вот эта дорога ведет? На Firewatch. Угу. А вот это тогда куда ведет? Вон там. Тоже интересно. Но пока я, как и говорил, не хочу особо лезть в эти... А, эти таки стоят, ребята, тут. Угу. У нас много дел, мы на миссии Тилвани, да, о, бла-бла-бла. Да, эти места пока не хочу исследовать, их все переделают все-таки. Вот, потом. Вот. Но пока мне осталось добежать до Балойры. А, ну хотя, подожди, давайте не буду пока выключаться. Взглянем на вот этот вот прекрасный пейзаж. Это самый-самый северо-восток Моровинда, и вот эти рифы тут, это просто что-то с чем-то, да? Вот, в принципе, ради всего вот этого можно было потерпеть все вот это, то, что было до этого, так сказать. Все вот эти интриги, вся эта камерная беготня внутри грибных домиков Тилвани, чтобы наконец-то вырваться на просторы и взглянуть на них. Вот, ну ладно, пора в Балойру. Мускусные мохи-то продолжают спауниться просто как дикие, чтобы их так... Вот она, негативная сторона моего принятого решения, да? Ну да ладно. С дороги можно, кстати, и покушать, есть чего. Мясо Тилвани уже поднадоело. Давай, не знаю, яйцо квамы, что ли. Хакло. Вдогоночку. Скинь хоть пару септимов. Хоть один. Хоть один. Ну что ты будешь делать? Даже не буду с тобой пытаться... Даже эффекта на меня не возымело это. Где там хакло? Вот, и надо, я думаю, запить вот этим прекрасным зельем из корней хамума. Мало ли как сейчас может все повернуться. Но я на всякий случай припоражусь. В общем, мне надо убить посланца. Судя по всему, вот она. Да. А как же это лучше сделать-то, слушайте, я сейчас подумал. А ладно, черт с вами. На двух стульях, может, получится усидеть. Ладно, посмотрим. А как я могу помочь тебе? Я тут кое-кого жду, и я уверена, что это не ты. Я думаю, можем и поговорить немного. А расскажи о себе немного, можешь? Я ночной клинок и призыватель гильдии магов. Угу. А я тут нашел тело мертвого посыльного, знаешь. Что? На дороге в Балойру? А как он выглядел?
Слушай, а я не помню. Вроде бретонцем он был. Бретонец. А было что-то интересное на его теле? Ну, не было. Уйди с моей дороги. Я должна отправиться немедленно. Так, ну я ж тебя не могу так отпустить. Угу. Я сам себе написал, что мне надо вернуться к телу посыльного. Ой, я не туда залез. Возможно, она захочет его изучить. О, друзья, буду рад вашим лайкам, подпискам, комментариям. Что думаете? Что понравилось, что не понравилось? И на сегодня, я думаю, хватит действительно. Что там дальше будет, оставим на следующий эпизод. Мне все-таки трудно вот так вот брать и убивать члена гильдии магов, что если сделать это неосторожно, точно будет означать мой вылет оттуда. Может быть, и удастся там как-то остаться. А вот убивать ее в таверне было точно, наверное, не лучшим решением. Вот, но может удастся все как-то уладить. Но посмотрим в следующем эпизоде. Спасибо, что смотрели. С вами был Сэр Холмс. До встречи.